Чё, ты куда? Здравствуйте. Мужика с ведром вызывали? Давай по-новому. Согласен, как-то, не знаю, вызывали, так звучит. Здравствуйте. Вы на канале Черничный хутор, где семья живет посреди леса. Вот проснулись, решили свиней покормить. Пошли с нами. О, индюк один. Все 3 индюшки сели на яйца. Что, получается, ему что, ждать, что ли, целых 30 дней? Это же вообще невыносимо. Может, лучше его съесть? Сидит здесь одна. В этот же день мы посадили тут индюшку. И позавчера сюда индюшку посадили. Кушать, кушать, кушать. Выходим, выходим. Роженицы. У вас отдельный обед. Вам самое густое. Самое вкусное. Воды. Гущу, гущу все. Кушай, кушай, кушай. Всего у нас 14 или 15 поросят, я не могу их посчитать. Но всего лишь 3 рыжих, таких как солидол. И всех 3 рыжих уже заказали. А в одно место один поедет и в другое 2 поедет. А белые и черные почему-то никому не нужны. Все хотят похожи на солидола, чтобы был. Белочка. Белка. Белка, иди сюда. Иди хитрая сюда. Иди. Где ты будешь стоять? Покажи. Где? Тут? Все, становись тут. Вот так вот становись. Ладно, тебе тоже помогу тебе раздать. А Машка заглядывает. Че это они? Ну что, чтобы больше молока было, поэтому и пьют. Давай, Лежа, тоже попей молочка, правильно. А, кстати, это у нас все-таки, наверное, заберут. Тебя заберут? Если не заберут, мы не расстроимся. А заберут, будем плакать, да? Шанелька. Ну вы такие уже ласковые, да? И ты ласковая, и Шанелька ласковая. О! Ох, вы уже тяжелые. Но все равно поприна с хвостом. Уже хвост атрофированный, но еще не отсыхает. Ох ты и тяжелый, а! Сколько ты уже весишь? Килограмм 7 или 10? Не Гриша, твой? Твой такой тяжелый баран. Как всегда ревнует. То есть я его взял, и не Гриша думает, что это его гладят. Меня надо гладить, да, не Гриша? Тоже такой ревнивый баран. Но он не обижает маленьких. Нет, тут никто маленьких не обижает. Вот Шанельку, из-за того, что она новая в стадии, ее обижают. А эти из-за того, что в этом стадии родились, то их ни белка, никто их не толкает, все их любят. Потому что знают, что это. Если это Машкин приплод, значит приплод наш. Ты что, мой палец проверил на беременность или что? Не Гриша. Такой большой баран красивый ты.
Холодно на улице, свинки сразу все назад зашли. И тоже эти молодые не обижают тех маленьких, хоть и в одном сарае живут. Пьют молоко кто у кого хочет. У Зинки, у Пищалки ходят. Иди погуляйте, идите. Ай, да ты их так любишь, встречаешь, хвостом машешь. Как свое стадо, да? Молодец. Знаешь, куда идем, да, в погреб? Пошли. Белка не любит со всеми в толпе кушать. В сегодняшнем видео надо будет еще распаковать вот эти все коробочки, вам показать. А еще для нашей террасы друг Юра когда-то изготовил дубовый стул. Его надо сюда принести в торец поставить, что вот здесь вот. Потому что как-то пустое место, да? Все потихонечку террасу заполняем вещами. Тут такое эхо, слышите, эхо? Эхо, потому что пустое помещение еще, то есть 44 квадрата и стоит всего лишь один стол и лавочки. Тут, конечно, еще станут какая-то вешалка для одежды должна или тут, шкафчики, чтобы для посуды. Давайте начнем сначала с посылки. Посмотрим, что здесь. Посылка пришла из Белоруссии. От Елены, поселок Энергетиков. Бумажку нам прислали. Еще бумажку. Спасибо. Наверное, переживают, чтобы печку топили хорошо. Такие бумажки.
Будем есть, хорошо. 4. 5. О, тут целое письмо. Добрый день, дорогие черничники. Давно слежу за вашим творчеством. Наконец решила порадовать ваших свинок и курочек вкусным и полезными витаминами премиксами. К сожалению, белке в этой посылке нет ничего вкусного и полезного. Пускай уже меня простит. Немного ознакомлю вас с данным продуктом. Премиксы. Я так понимаю, что это премиксы белорусского производства. И Елена, походу, работает на этом заводе или фабрике, я не знаю. Ну давайте посмотрим. Ох, наши куры уже занесутся в тройне. Премикс P1-2 для промышленных кур-несушек, индеек, уток, гусей, молодняка в возрасте 61-120 дней. О, аж 2 коробки. Это изготавливает агрокомбинат Дзержинский. Дальше еще какие-то премиксы. Это уже для наших поросят, которые маленькие в сарае сидят. Это идет для корма свиней первого периода. Эти, получается, добавки мы будем добавлять в корыто, когда будем свинкам размешивать еду. А это премикс для поросят на доращивании. То есть там... А пахнет, знаете чем? Как будто витамины открыл. Витаминами пахнет. То есть тут даже по фотографии можно посмотреть. Вот это маленькие поросята, вот такие, как у нас сейчас. А это уже будут на доращивание чуть повзрослее. Елена позаботилась. Елена позаботилась. Как раз индюшки сидят на яйцах. У нас как раз поросята. Все как надо вообще. И вот такие вот премикс для молодняка кур в возрасте от 60 до 120 дней. Тоже добавка в еду. А вообще, вот что такое премикс? Однородная смесь, для производства которой используют биологически активные вещества, микро- и макроэлементы, аминокислоты, витамины, различные минералы, ферменты, лекарственные препараты. Все компоненты находятся в измельченном сыпучем виде. Спасибо, Елена. Все супер, вообще ничего лишнего, да, если только белки ничего не хватило. Это нашим маленьким индюшатам, это нашим взрослым несушкам, это нашим маленьким поросятам, это нашим большим поросятам. Все супер. Спасибо. Ну, я, если честно, вот таких премиксов в продаже и не видел. Хотя они вроде белорусские. Какие-то заграничные импортные у нас продаются, а вот этих не было. Будем идти к сараю, занесем. Туда, там, где комбикорма у нас стоят. Здравствуйте. Здрасте. Скоро уже надо будет возле фермы разбуваться, согласись? А чего? Ну, чем благоприятнее дом, тем тяжелее для человека. Ну, что заробишь? Хороши были те времена, помнишь, когда мы обутые ходили по хате, да? В сапогах. Так надо свой ремонт. Подписчики просили передать. Красиво. То это молодой петушок? Был. Ну да. Слышишь, я не могу сам поднять стул с домика на дереве сюда принести. Давай перед тем, как покушать, принесем его. А то если мы покушаем, мы не встанем. Не, смотря, если вот эту траву будем есть, то встанем. Просто к этой траве сейчас что-нибудь достанем. Логично. Я не против. Пошли быстренько принесем стул и идем. Когда покушаем, то раздевайся, тогда распакуем вот эти вот вещи еще. Так это вы можете старые просто упаковки или здесь, или что? Ну да, ну, мы, короче, упаковываем, распаковываем. Кстати, ты поросята еще, будут у тебя поросята? Ну, по крайней мере, свинка ходит в положении, не знаю. Ну. Можно тебе кое-что подарить? Тоже. Смотри. Свинка ходит в положении, да? Ну да. Есть. Вот, смотри, это для поросят. А это для кур премикс. Будешь добавлять в еду, это витамины, микроэлементы, всякое вот такое вот. Это свиноматки давать или
Поросятам маленьким. И поросятам, и свиноматке всем давай, это витамины, а это курам. Это премикс, это кормовую добавку. В комбикорм, в молотое зерно. Если что-то значит, огромное спасибо. Да, Спасибо. пошли. Пойдем, уж как-то тут поднимается. Да. Я самого неплохо сюда вытянуть. Ну, оно крепкое. Давай, может, его как-то положим или что-то вроде этого. Выносим. А куда его? Чисто в веранду туда, да? Да, туда к стеклу. Тут как бы очень хорошо, но стрёмно. Ну что, может, положим его? Да. Аппарат. Мечта. В этом деле нам сапоги снять, подожди. То, что перенесли, то ничего, вам сапоги. Куда, туда где-то? Да, давай сюда пойдем. Все, как-то так? Ну, он сюда по цвету создан. И в этом состоянии, правда? Да. Проект завершен. Надо еще что-нибудь. Оп. Ну, я так могу совещание проводить здесь уже. Лучше не быть на этом совещании. Особенно мало. Я белку позову, скажу, так, почему молока сегодня мало? Дик, почему за пчелкой ходил? Вот так вот, и все будет. Ну, если так, то так. Ну, если... Как-то так. Ну, вообще, он мне покажет, почему-то кажется, что как трон Дракулы, вот это вот. Как будто плащ такой. Ну, а ну-ка, я надо посмотреть, оно хоть сюда подходит или нет? Подходит, подходит. Один цвет. Ну, как бы все подойдет. Подойдет, да? Угу. Пусть стоит тогда. Угу. Дракула. И это надо все кушать. Все, говорим, вот эта вот фигня не работает. Ну, ты, видно, волнуешься, значит, работает. Кушай давай быстрее, ну, говоришь, ну лучше больше кушай. Это я перед отъездом покушал. Может, тебе сказали, что у нас будет еда. Ну, так мало ли что. Хлеб такой капиталистический. Я сейчас тут наговорю, ты же не вырежешь это, а? Нет. Хлеб мы не полезен. едим, это специально для гостей самый лучший покупаем. Мы же не можем гостей плохим хлебом кормить. Ну вот я домой приеду, я сейчас могу тот хлеб есть и как быть? Постоянно у вас жить или что? Чтобы аппетит был хороший, бери горький перец острый. Хорошо. Тогда сразу хочется кушать. Ну что, ты надолго сегодня? Какая работа у тебя? Мне чисто надо было приехать, взять. Тут же, чтобы сказать же, надо еще предложение сформировать, согласись, а не просто же сказать. Да это хорошо, хоть поговорим хоть раз в жизни нормально. По коридору. Так что приезжал? Там для нуклеуса, для пчел, для вывода маток надо взять такую пластиковую коробку и подогнать под нее под личинку. Как-то так, пока это дело зима, есть свободное время от работы, а там будет видно. Это все надо Только съесть? по чуть-чуть кусать. Нормально. Да, Он я не сейчас сильно, взяла еле-еле. не сильно огонь. Да ряду вату там большой огонь был. Это такой. Да. Ну а запить есть девинская? Ну это все же вырезается. Понимаешь, пока я тебя не знал, я не знал, что такое дывинская. Я знал, что такое пущанская. Ну, А тут, дывинская, она вообще запрещена в Беларуси. почему? Потому что да, у нас всего лишь 5 самогонных аппаратов разрешено в Беларуси. Я так понимаю, что в Дывине их нету. Ты, короче, сейчас спалил сейчас весь Дывин. Так он же когда тоже еще в этом, на поле чудес. А что ты язык не кушаешь? Ну я не привыкший к такому
как мой покойный тесть, это самое, вечная ему хвала. Начало вот сиди вот стало что ли. Вот это продукт бы что? Пальцем хана есть. Хорошо. Ну, у него это все пакет, я заберу. Не, мы специально тебе горяченькое подали. Так как мой тесть говорил покойный, светлая ему память, так? Надо съесть и такое необходимое, а хорошее можно в любое время съесть. Так тут два и наименование языков. Да, есть под майонезиком, а есть с сметанкой. Это один и тот же, только по-разному приготовленный, так? Ну да, это говяжий, телячий. Хорошо. Спасибо. Это надо говорить, какой он на вкус. А не обязательно. Да? Кто-нибудь вообще усомнится в Вале, что она невкусно приготовит? А, логично. Видно будет все по выражению глаз. Мы же тебя поэтому красным перцем накормили, что потом ничего не Ты не чувствовал. понял. Не, перец, а что я сказал бы не резкий. Не резкий. Как бывает, что Когда я такой... целый кусок вот этот взяла, то так Здесь целый кусок, да. обжигает. Давай пожалуемся на жизнь. Смотри, какая скучная пора. Нифига. Строительства нет, Нифига себе. грибов нет, Пожаловаться на жизнь. Смотри, рыбалки нет. смотря где откусишь. Сейчас такой ждет. Короче, грех же даже жаловаться, а? Конечно. Пошли перед чаем покажу, что мы приобрели еще. Это газонокосилка. Той же компании Greenworks, как и тачка. Как и тачка, да? Давай поговорим. Да, и в ней есть огромный плюс, что она будет тихая, легкая, без проводов, без двигателя бензинового, да. И она на батарейках. Ну вот она работает на такой батарейке. Оп, сюда вставил ее. Все. Уже заводить ее не будем. Вот. По высоте она регулируется. Нам это важно, чтобы по ямам. У нас же все-таки неровный газон. И все. Уже весной покажем, как мы ей работаем. И будем косить. И сразу траву сюда будем собирать. И в пруд для амуров кидать. Все. Да. А куда ее? Пускай стоит. Да, я ее сейчас доведу. Сюда что, запчасти или что? А это тоже, это еще 4 вещи обособленные. То есть раз, два, три. Так Вот. это, может, мне в джету сегодня войдет, может, потом я подъеду. Согласитесь? Не, ну а как тут? Все по сценарию. Какой хитрый человек. Наоборот, одна скромность. Короче, смотри, вот это вот, например, ты голубику свою обрабатываешь. Ты же обрабатываешь химией или жуков колорадских? Нет, химией обрабатываю. Ну, обрабатываешь? Конечно. И тут ты же каждый раз, когда взял и качаешь, да? Другого выхода нет. У нас Есть выход. есть. Просто поставил батарейку, она сама брызгает, когда хочешь. Повесил на спину и... А на чью спину можно вешать? Ну вот это единственный минус на свою. Только на свою. Желательно. А спину мы не прислали, может, коробка еще какая-то есть со спиной. То есть тут просто вставил батарейку и не надо качать. Каждый раз повесил, тут надо просто вот сюда батареечку вставить, и этот опрыскиватель работает уже сам. А как-то вот реально заявку, вот я вот захотел себе купить, как-то реально заявку сделать, чтобы приобрести вот такой вот. Какой хороший вопрос, не сговариваясь. Нет. Ссылка в описании. Ну я же не знаю, слушай, я же не знаю, как в описание зайти. Давайте я здесь возьму у вас, как есть, да? Описание это под видео описание. Так там же все на зарубежном... этом. Вот туда нажимаешь и заходишь. Да, на ссылочку нажимаешь. Так и вот мне же тебя- здесь вот взять, согласитесь, да? Тебе что тут, черничный хутор магазин или что? Я не знаю, как в магазин, как гуманитарная помощь мне больше устраивает. Ты знаешь, не могу тебе это подарить. Нет, дарить не надо. Вы просто можете дать, просто не обязательно дарить, просто вот на. Так, Могу тебе подарить вот одно из этих штук. так подожди, так оно же брызгать же не будет вот это? Но оно будет светить солнышком ярко.
Ну, когда на душе, знаешь, на душе мраки, то что бы ни светило, то все равно будет мраки. А когда на душе хорошо, дождь льет, и ты радуешься жизни. Ты будешь брать или нет? Я все вот это. Вот это одно из двух будешь брать? Нет, конечно. Вот Давайте сразу определимся, какую, большую или маленькую. Просто вот этого у меня нет. У меня был в Мотокалах, и как бы у нас с папой был 1 на 2. И мы все время возили его туда-сюда, туда-сюда, и я вот здесь взял чисто себе... Так и у меня же нету, согласись. Один. Все, давай закрываем видео. Все, я так понимаю, вот это уже фонари, так? Слышь, да, смотри, мы когда били потолок, и приезжал Саша помогать, и у него вот такие фонари, так удобно было. То есть мы бьем там, точечный свет, и мы просто туда направили, и получается очень классно, очень удобно. И они тоже на батарейках, на таких больших аккумуляторах. То есть зарядил от розетки, и потом используй где хочешь, когда хочешь. Ну да, это где-то как на стройке. Ну, а мы не ради стройки взяли. У нас вот уже как бы тут строек мало осталось, мы взяли на рыбалку. То есть Да, мы там очень часто ими мы пользуемся, они садятся. Но он не То есть будет. Но он не его можно и от розетки, и от батарейки. Да. Вот, и как бы вот так вот удобно. То есть мы били потолок, Саша взял так, чук, гвоздик видно, вообще супер удобно. Но он сорняки обрабатывать не будет. Нет. Ну так зачем он тогда? Коль сорняки не обрабатывает, согласись. На, держи, я себе тоже закажу. Достал, я себе закажу новый. Нет, конечно. Подожди, свидетели. Нет, Свидетели, ты уедешь только с ним, я тебе говорю. Я тебя вычеркну. На, все, он твой, я закажу все новые, держи. Просто я не держу. Фонаря не втюхать ему, да? Почти что сработало. Ну что сделать? Я это. А это тоже фонарь, только на стойке. Это... О, вот такой вот. Ух ты. Это удобно еще и видео снимать, и где-то яркость света давать, и тоже вот для строительства. Он тоже регулируется, да? И работать будет, да? Ну вот батарейка. То есть ты ее зарядил, например, и пользуйся. А вот это будет светиться на белый, а? Сейчас, подожди. Вот включение. Раз. Да. Все. 2, 3. Можно... Во. Все. Получается... Я знаешь, что скажу, пчеловод? Когда мы поедем на рыбалку с Валентиной, наш лагерь ночью будет светиться как какое-то государство отдельное. Потому что у нас 2 фонаря, Так это можно... но нет опрыскивателя. Нет, опрыскивателя мы закроем тему. Все, я тебе сказал. Но ничего. Ну вот такие вот. Очень удобно не только в строительстве, но вот где-то едешь на природу. Ну да, это на И ты говоришь, много места занимает. Смотри, оно ж все складывается. Выключается. Сейчас меня уже ослепило, так ярко светит. Оп. 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 И пошел. Еще ноги слаживаются вот эти. Вот эти еще что слаживаются. Вот эти. А, да, Тянет. еще они складываются, да. Есть таких несколько батареек, и что можно и этим фонарем пользоваться. Ярко так, что можно пытать человека. Не надо пытать. Человек понял, что кроме его здесь никого нету. Некого пытать. Пытать не надо. Все, время чай пить. Ну пошли. Спасибо. Вот все-таки, смотри, будешь пользоваться. Батарейку вставил. И тебе не надо качать. Вот оно само будет качать, смотри. Все, и поливай себе, ходи по свою голубику. Может, все-таки давай отложим до весны, а так я дошутился. И довольно неплохо, если считаю, что дошутился. Ну, меньше будешь шутить в следующий раз. Никакой личной жизни. Все-таки настоял. Будем считать, что... Так ты же самый лучший сосед в мире. Никто не поселится, так? Так и буду самым лучшим соседом. Белка, догоняй, Белка, догоняй. Белка идет на премиксе. Белка, если ты была бы цыпленок, то вопрос другой, но ты же не цыпленок.
белка зафиксирует. Не сильно заняты, давайте со мной пройдем. Я прослушаю немного пчел. Давай. Я раньше, пока вот пчеловода не знал, то я думал, ну что такое насекомые, что за ними следить? А оказывается, вот как мы в стаде меняем петуха, барана, так вот он, получается, с нескольких мест у тебя матки, да? Да, есть, Есть да. какие-то немецкие, польские, есть, оказывается, пчел тоже есть несколько видов, разновидностей. Бывает много меда носят, бывают злые, да? Конечно, только каждая родословная своя. Ну, как говорится, везде надо кровь менять. Но у тебя тут много разнословных, много кровь разных. Ну да, если, допустим, у меня, грубо говоря, 60 пчелосемей, ну это где-то маток будет, ну 30 будет с разных мест. 30 маток. Я и из Каменца беру, и... То есть с разных, да? Да, и у мест? меня есть 3 польских, есть 2 немецких. Ну и не считаю, что так по знакомых еще ребятах беру. Так что есть у меня родословная, меняется. И прикинь, ты с 60 даже можешь знать, где какая здесь стоит, да? Каждая подписанная. Вот этот номер 65, я могу взять тетради и прочитать, что там в нее есть. Так. Так же, как он там 62, какой год матки, все. То есть все в тетрадке все записано, так не упомнишь. Ну да, зима Конечно. прошла и уже Новый год. Да, все помнишь. Допустим, видишь, вот где снег такой подтаивает, так? Ага. Да, Значит, наверное, видно, что они выползают, да? Где потаивает, значит идет тепло, Да, и он тает. Вот да. даже пчела выглядывает, да, смотри. да, есть тепло. О, они уже выглядывают. Да, я дуну чего. Он и так видно ходит. Вот. Ты. Ну, как-то так. Это, Если так вот прислушаться, я даже понимаю голос. Одна сказала всем. только пришла Смотри, прослушать. это одна говорит, там лето тепло, все такие, ура! Смотри. О, ура! Сейчас будет ура. О, видишь, одна вылетела, и сейчас она немножко захолодала, и И сразу же села. да, а Уля не хочет заходить. Мне свой Уля, иди. Ну, видишь, вот здесь как бы вот, жилой, да? Все, снега практически нету. А здесь вот у меня такой запасной улей. Пустой, да? Да, пустой улей. И видишь, вот как бы Снег лежит. снег не растает. Он говорит о том, что оттуда не идет тепло. Прикольно, ну да, это тоже опять этот... Но, Да, ну, там, чуть-чуть тает, да, и если есть улей, то чуть-чуть потаивает, а есть вообще сильно растаяло. да. Вот когда их не беспокоит, такой легкий шелест листьев. Когда такой, вот когда он клуб спокойный. Одунь. Не надо. Не надо их беспокоить. Так легонько. Ну да, чуть-чуть, но очень далеко слышно. Если бы ты мне не сказал, я бы даже не понял, что это. Нет, это такой вот легкий такой потрескивание. Вот они говорят о том, что они спокойно зимуют. Только, Жужжат. только не говори, что не жужжат. Вот здесь громче жужжали, чем Ну, там. может, ближе к клубу. Что благодаря котам, так, я этой осенью, как бы, ну, прошлый 2022, и сейчас я ни одной мыши не увидел. А ты хочешь сказать, что наши кошки помогают? Конечно, гоняет он и прилично мышей. Ну, и как бы улья сделаны еще. Ну, Качественно, да? да. Ну да, точно. Первый год, как мы заселились, ты показывал мышей, а сейчас ни разу не показывал. О, практически не слышно, как гудут. Ну, сейчас как бы, Короче, по-белорусски гудут, наверное. По-русски, наверное, гудят, мне так кажется. ну, гудуть. 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 По лесу. Чому ж мне не петь, чому Я- не гудеть, коли в моей хаті, що там идеть? Может, коли в моей хате счастье, скажем так. Вот такой легкий шелест. Это говорит о том, что спокойно. Ну, видишь, когда тепло, они возбуждаются, когда похолодало, все. Ну, вчера было солнце, то вот так вылазили немножко. Ну, я думаю, что... Все нормально, перезимует. Да, я думаю, да. Главное, чтобы весна была хорошая. Чтобы это... Не, в этом деле главное уход, и вот, допустим, соответствие как бы надлежащее ульям. Улья как бы в хорошем состоянии, не продувается ни ветром, ничем. Вот поэтому одна благодать для пчел. Ну и корма основное. Да, пчел? Пчелка, иди сюда. Иди сюда. Пчелка, иди сюда. Оп. Давай. Сейчас еще перейдет контент, ну давай. Контент перейдет. Это кот, а не контент. Ну если вы говорю, перейдет, то контент. А если перейдет? Как-то так. Ну что, все. Поедешь? Ну сколько мы пчел не прослушивали, все гудят. Прелесть. Надеемся. Ну сколько этой зимы уже осталось?
Ухаживать мы умеем за пчелами, да? Сколько у нас? Сегодня у нас 7-е, так? 7 февраля. Да, осталось 21 день и весна. Для меня уже такое время настало, я могу вот здесь, через окно смотреть, клюет или не клюет. Логично? Но столько воды еще никогда не было. Это Ну да. за 4-й год, ну сейчас 4-й год. Столько воды не было еще в феврале. Ну вот вода сама откуда пришла? Я не думаю, что это наша белорусская вода. Может где-то с горка откуда-то идет, согласись? Нет, так дожди, снег. Может с Карпаты где-нибудь на... Это грунтовые воды полные уже. Вот еще немножко, и вот там вот отводной канал, отводной канал пойдет. Ну никогда такого не было, что, смотри, получается, вода с берегами сравнялась. Ну вот отводной канал, он когда-то, видно, работал, служил, так? Ну да, до мелиорации служил, и походу сюда, наверное, вода наполняла. Так оно где, выше? Там выше или здесь выше? Видно, там ниже, да? Ну там еще дальше, ниже. Так туда пойдет. Можно спускать уже будет сажалку. Я ж давал вам уже сегодня 3 капусты и картошки давал. Пошли варить. Пошли. Дайте сварить свинку что-нибудь. Все, еще один раз подкинем, закипит, остынет и дадим комбикорма. Димка, ну-ка давай выводи их на солнце. Давай, давай, о, сразу как выбегают.
Ножки. Ножки. Все, полюбовались и хватит. Ждите, когда они начнут нормально бегать. Все. Уже аэратор даже не включаем. В этом году воды столько прибыло, что замора 100% не будет. Кислорода достаточно. А еще, это ж мы уже сюда ее мерили до ремонта. На том входе у нас получается семистрельница висит, а на этом сейчас повесим. Господи, благослови того, кто входит в этот дом, защити и сохрани того, кто выходит из него, и даруй мир тому, кто в нем остается. Аминь. Так это настоящий лен, оно сделано вот на льне. Да. Мы нашу веранду так обустроим, что перестанет здесь скоро быть эхо. Потихонечку, помаленечку. Белка хромает чуть меньше, но все же хромает, поэтому сейчас ей повторим кальция-борглюконат. Ягнята ее молоко пьют, поэтому, может, хромает. Белка, ты же даже не представляешь, куда ты бежишь. Да, это сейчас будешь получать. Стой, только не скидывать. Пару уколов получишь. Так надо. А, уже ягнята. Ягнята уже, смотри. Они уже поняли, что тут раздержат. На. Добавь ее, пока мы уколов надаем. Держу, только мне в голову не дай нечаянно. О, уже 2 пьют. Только тебе пить нельзя. Будут в 3 раза больше, чем обычные ягнята. Стой, белочка, стой, белка. Белка умница, белка хорошая коза. Стой, белочка. Так надо. Стой. Оп.
Стой, больно, я знаю. Не крути голову. Там уже молока нет, они просто издеваются над сосками. Все, последнее, давай. Давай. Наши индюшки сидят на яйцах уже примерно неделю. Пошли, просветим сейчас яички. Они по 12, у них по 11, по 12 яиц. И посмотрим, по сколько останется. Может, там останется по 6, по 5. То есть могли при транспортировке испортиться, могли от мороза, от холодного испортиться. То есть я думаю, что не все заиграны. Хотя у нас было 3 индюка на 3 индюшки. Ну что ты агрессивная? Кусаться будешь, да? Давайте на улицу. Иди прогуляйся. Тихо. Больно не кусаться. Иди, сейчас просветим. Иди прогуляйся. Это зеленое, это не наше. Не заиграно. А это не наше яйцо, это вот привозное. Нету ничего. Вот это зелененькое, это что привезли. Мы 28-го, сегодня 7-е, ну. А здесь? А что это такое? 2 незаигранных. 3 незаигранных. Сидят такие у нас. Тоже не заиграно. То что у нас ни одного яйца заигранного нету. Чужие, ладно, то а наш что? 4 незаигранных. Все. 5 незаигранных. 6. 7. А она довольная сидит и думает, цыплята будут. Перемерзли где-то. 8. 9. О. Одно яйцо только. А в одном яйце только будет цыпленок. И что это такое будет у нас? Эти все можно выкидывать. Ужас. Яйца идут все на корм свинкам. А ты что тут сидишь? Тоже, получается, сидишь впустую? Ну что у нас тут? Заиграно. О, здесь уже хорошо. С первого заиграно, видите? Угу. Хорошее. Есть. Опять заиграно. Все время заиграно. Угу. Опять. О, так мне нравится. Это нет, да? Это нет. Это да. Вот зародыш есть. Вот это заиграно тут. И это заиграно. У белой все нормально. 3, 6, 9 заигранных яиц. Получается, я тогда это черное, вот это единственное ложу ей. А на черную надо взять яйца у кого-то индюшиные. К теще поедем, возьмем у нее яйца и положим. По-новому будет сидеть. Вот и скажите, какие выводы? Вот мы взяли бройлерные яйца у знакомых, у них бройлерный индюк. Вы видите, он индюк на них не... Получается, это вот тот индюк, он, видите, на них нормально не полазил, и поэтому они не заигранные, привозные яйца. А наши более-менее еще лазили, чтобы не морозы, то были бы индюшата. Но в любом случае, видите, как, если бы не просветили бы, то сейчас еще целый месяц ждали бы индюшат, а их бы не было и не было. Так что такие дела, белка, видишь? Что вы тут, уже хотите кушать или что? Ух, какие вы неподъемные, двоих вообще тяжело поднять вас. Какие вы большие повырастали.
Да? Так что такие дела, Белка. Видишь? Что это ты пришел? Что вы тут уже хотите кушать или что? Ух, какие вы неподъемные, двоих вообще тяжело поднять вас. Какие вы большие повырастали. Да? Ну все. Как-то мы вообще сегодня для вас за много наснимали. Все, обнимаем всех, до свидания. Всем любви и счастья.